Сегодня поговорим об одном из любопытных эпизодов на саммите ШОС, мимо которого нельзя было пройти. А именно о разговоре Владимира Путина с Си Цзиньпинем, случайно попавшим на запись, для которой он не был предназначен. Российские и китайские начальники там в самых оптимистичных выражениях обсуждают способы продления жизни до 150 лет, а в конечной перспективе – до бессмертия. Раньше у нас говорят, что очень редко кто старше 70 лет. А сегодня говорят, что 70 лет – это еще ребенок. Куря. 发展，人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。预测呢，本世纪呢，可能 Этот фрагмент разговора – лучшее свидетельство эпохи. Между собой беседуют два человека, которые сломали политические системы в своих странах и стали единоличными автократами. Владимир Путин сломал зародившуюся в России молодую демократию. Си Цзиньпинь сломал китайскую партийную диктатуру с регулярной ротацией высшего руководства и замкнул систему на себя. Нет больше никакого политбюро из равновеликих вождей, которые уходят в отставку раз в 10 лет всем составом. Теперь есть только Си и его свита, которые никуда не уйдут. Да, Путин за 26 лет успел натворить делов сильно больше, чем Си за 15, но типологически они одного поля ягоды. Они успешно обманули и предали всех. Наплевали на всякие правила, кинули тех, кто их к власти приводил. Все под себя переписали, уничтожили конкурентов, разрушили системы сдержек и противовесов и обеспечили себе абсолютную единоличную власть. Все у них как бы хорошо и прекрасно. Кроме единственного, пожалуй, обстоятельства. Они оба довольно пожилые люди. Путин и Си родились с разницей в 8 месяцев в октябре 52 и июне 53 года соответственно. На данный момент им обоим по 72 года. И в общем понятно, что они не могут не задаваться вопросом. Даже хуже, они не могут не понимать одну вещь. Все вокруг, их самый близкий круг, регулярно задаются вопросом. А что дальше-то? Активного возраста и тому остались считанные годы. Как мы видим по мировым лидерам, у которых медицина уж точно не хуже, чем у этих двоих, 80 лет – возраст критический. Лидер, может, и не умирает, едва ему стукнет 8 десятков, но факт в том, что его когнитивные навыки начинают лихо и, главное, непредсказуемо отказывать, чем ближе он приближается к этому рубежу. Все, что мы знаем о Джо Байдене из рассказов его бывшей команды, свидетельствует ровно об этом. О том, что весьма бодрый политик, который в 2020-м совершенно честно разнес на праймерис всю демократическую порсель, под конец президентского срока буквально развалился за несколько месяцев. До 80 лет Путину и Си остается всего ничего. В их возрасте невозможно предсказать, в какое утро ты внезапно утратишь способность держать свою политическую машину в кулаке, зато обретешь возможность принять английского посла за французского и иметь с ним продолжительную беседу. В чем парадокс Валерия Соловья? В том, что в конечном итоге он совершенно точно окажется прав. Путин уже в том возрасте, когда с каждым днем вероятность правоты в инсайдах Соловья растет. Рано или поздно Путин окажется в холодильнике, как и все мы. Но в его возрасте холодильник – перспектива не отдаленная, а очень даже обозримая. Вот только если ты всю систему зациклил на себя, ты не можешь быть Джо Байденом. Даже если американский президент вообще скончается на посту, политическая система этого особо и не заметит. Существует вполне четкий и однозначный механизм, предписывающий, что делать в таких случаях. Механизм этот уже применялся, и ничего страшного не произошло. Смерть же Путина, равно как и смерть Си Цзиньпиня, ознаменует для их элит эпоху страшной резни. Удержание власти в одних руках требует разрушения всей системы преемственности. Если ты персоналистский автократ, в стране нет и быть не может персоны номер 2. Чтобы под персоной номер 1 находились примерно равновесные кланы, которые всецело заняты взаимной грызней, которые боятся друг друга до ужаса, не могут объединиться и договориться о компромиссной фигуре, которые понимают, если конкурент придет к власти, им конец. Сечин должен понимать, его единственная крыша – Путин. Если к власти придет Чемезов, то даже ноги унести не получится. То же самое Чемезов должен принимать про Сечина. Ровно такое двустороннее понимание обеспечивает автократу персональную власть.
Хреново для таких лидеров, как Си и Путин, что они не могут умереть так, чтобы все построенное ими не разлетелось к чертовой матери. Да не просто не могут, еще хуже все. Сейчас небольшая реклама и продолжим с этого места. Куда ездят отдыхать россияне? Очень многие на Бали. По данным посла Индонезии в Москве, за 2024 год остров посетили более 180 тысяч россиян. Визу туда легко сделать, да и место волшебное. Океан, солнце круглый год и вкусная еда. И вы можете приобрести там недвижимость от ведущего девелопера на Бали Break Property. Сдавать их в аренду и получать от туристов доход. Например, вот такие виллы. Это проект Эдем 2. В первую очередь была полностью распродана всего за несколько месяцев. Локация Нуса Дуа, один из самых престижных и тихих районов Бали. Именно здесь самые красивые, кинематографичные, белоснежные широкие пляжи. До них всего 5 минут на байке. Рядом гольф-клуб мирового уровня, пятизвездочные отели и развитая инфраструктура. Есть два формата недвижимости. Кондо-виллы от 24 до 40 квадратных метров и виллы с 1-2 спальнями от 70 квадратных метров. Есть виллы с кухней, приватным бассейном или руфтопом. Каждый юнит сдается под ключ, с дизайнерским ремонтом, мебелью, техникой и даже посудой. Break берет на себя управление, сдачу в аренду, уборку и отчетность. Вы просто будете получать доход и при желании отдыхать в своей вилле от застройщика-партнера Marriott. У Break более 450 объектов, многие из которых уже сданы и размещаются на Airbnb и Booking. В штате более 200 сотрудников, архитекторы, строители, аналитики, управляющая компания. В готовых объектах Break доходность от аренды достигает 12-16% годовых в валюте. Также наблюдается рост цен к завершению строительства до 35%. Цены стартуют от $90 тысяч за кондо-виллу и от 170 тысяч за виллу. Первый взнос от 25%, а еще доступна рассрочка без процентов на срок до 2,5 лет. Сделку можно оформить удаленно, без визита на остров. А по промокоду CATS вы получите 6 месяцев бесплатного управления, что позволит сэкономить до 18% комиссии. Оставляйте заявку по ссылке в описании, получите подробную брошюру проекта Эдем 2 и зафиксируйте самую выгодную цену на старте. Спасибо, что смотрите рекламу. Она, даже если узконаправленная для определенной части моей аудитории, все равно позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Плохо для таких лидеров, как Си и Путин, следующее. Они никак не могут умереть так, чтобы все построенное ими не развалилось до основания. Они не просто не могут передать никому власть при жизни. Самое хреновое для них то, что они разрушили все правила и институты, а значит, не могут никому ничего гарантировать за пределами своей земной жизни. Никакая бумажка, никакой закон, подписанный мертвым диктатором, не гарантирует ровным счетом ничего. Но и это не все. Еще они не могут позволить себе выглядеть так, чтобы окружение решило, что смерть, мол, уже стучится в дверь. Ведь если такой лидер вдруг начнет выглядеть так, будто жить ему и властвовать осталось считанные месяцы или годы даже, то война за наследство естественным образом начнется еще при его жизни. Никто из элиты не захочет проснуться в одно прекрасное утро, когда единственный гарант их прав и положения и собственности внезапно помер, конкуренты перехватили рычаги власти, а в дверь к тем, кто замешкался, уже ломится спецназ ФСБ. Это обычное дело у всех диктаторов. Обманув всех остальных, они пытаются обмануть еще и природу. Потому что на пути вечной власти стоит смерть. Она их главный оппозиционер, которого не посадишь, не отравишь, не расстреляешь за мнимую коррупцию. Нет ничего удивительного в том, что, встретившись два пожилых диктатора, обсуждают, как бы обмануть смерть. Равно как нет никаких сомнений, что этот вопрос с каждым годом все больше занимает мысли обоих. Как бы остановить прекрасное мгновение и сделать так, чтобы будущее не наступило? Ведь в этом будущем нет их, что абсолютно недопустимо. Даже по тем коротким репликам, которыми перекинулись Путин и Си, понятно, что на обоих наживается самое первостатейное жулье, которое продает им идею, будто природа уж точно не будет стоять на пути таких выдающихся деятелей эпохи. Будто предела в земной жизни на самом деле нет, и прожить 150 лет или вовсе вечно вообще не проблема. Главное выделить достаточно денег на масштабные геронтологические исследования. Если вам хочется узнать план Путина, то одной попавшей на запись фразы тот раскрыл свой план в полной мере. Цитирую.
Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе, и даже достичь бессмертия, Путин сказал. О как! Путин, судя по всему, уверен, что время играет на него, что он просто всех пересидит, переждет и пережмет. Совершенно не важно, что Киев не взялся за 3 дня, ведь можно его брать хоть 20 лет, так же, как Петр I воевал со шведами. У идеи, что все в мире меняется, а я тут, дескать, навечно и просто буду ждать, пока обстоятельства сложатся в мою пользу, у идеи такой оставался один проблемный вопрос. А что ты будешь делать, когда твое время выйдет? Ведь ты уже, мягко говоря, не молод. Ты обязательно проиграешь времени и помрешь, а твои враги спокойненько тебя переживут. Теперь, в общем-то, все ясно. Путин просто не планирует умирать, что сразу решает все проблемы с неопределенностью будущего. Никакие институты, никакая законность, никакие настоящие правила, которые защитят твоих наследников, даром не нужны, если ты будешь жить вечно. Если можно выращивать себе новое сердце, печень и почки, вовремя менять органы, как запчасти у машины, а кровь и спинномозговую жидкость, как масло в двигателе, если подобное можно, то какие тогда вообще проблемы? Является ли для нас новостью тот факт, что Путин всерьез верит в идею, если не бессмертия, то продление жизни далеко за пределы рекордных значений? Нет. Мы давно знаем, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук не только бредит геномом русскости, не только рассказывает про генетическое оружие, направленное исключительно на славян, но и возглавляет масштабные исследования в области старения и его предотвращения. Мы знаем, что старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова, работает в этой же области. В области, где на радость властвующим старикам намешаны и технологии отдаленного будущего, редактирование генома, чтобы деление клеток со временем не деградировало, и 3D-печать целых органов, и различная потусторонняя клоунада, типа встреч с шаманами. Не смущает ли Путина, что его главный идеолог вечной жизни не биолог, не врач, а физик? В принципе, не очень понятно, что тут должно его смущать. Если ты уже купил идею возможности жить вечно, то командовать твоими теломерами, которые, сволочи такие, развели тут оранжевую революцию и мешают клеткам нормально делиться, может хоть физик, хоть космонавт. Единственное, что в данном случае ценно для нас в этой путинской реплике в разговоре с Си, так это подтверждение из первых уст. Путин не просто позволяет собственному технологическому оптимизму взять вверх над здравым смыслом, не просто другу детства и старшей дочери дает задание разработать таблетку от старости, но действительно сам в это верит. Считает это такой важной темой, про которую он лично перекидывается словами с китайским лидером. Действительно верит, что, прикладывая огромные бюджеты к больному месту, он переживет всех. Уникален ли Путин и, видимо, Си Цзиньпинь в этом вопросе? Совершенно не уникален. Банален, как провинциальная реклама мебельного магазина. Примерно все диктаторы, от Сталина до Мао, в какой-то момент заражались идеей подчинить себе природу и саму жизнь. Когда ты забрался на такую верхотуру, что выше тебя только сам Господь Бог, когда ты на этой верхотуре сидишь уже избыточно долго, становится сложно принять идею, что умрешь ты так же, как и все. Ведь ты же не все. Тебе очень сложно поверить, что твоя бесконечная власть и деньги на что-то не распространяются, что есть какие-то там естественные процессы, которым ты не указ. Дальше уже каждый добивается цели по-своему. Кто-то ударялся в оккультизм, кто-то шел к алхимикам, кто-то экспериментальные препараты себе колол. Ким Ир Сен, желавший дожить до 120, переливал себе кровь молодых мужчин. Гитлер омолаживающие инъекции делал. Закончилось все, правда, у всех одинаково. Ну, почти одинаково, у Гитлера чуть иначе. Короче говоря, если ты не выдал одному жулику денег на институт бессмертия, если другой жулик тебя не развел на экспедицию в поисках источника вечной жизни, то ты неправильный стареющий диктатор. Фальсифицировать природу, так же, как фальсифицируешь выборы, по свойствам сродни профессиональному заболеванию диктаторов просто. Итак, что нового мы узнали о Путине? Ничего. Зато подтвердили очевидные догадки. Да, он считает, что у него бесконечное количество времени. Да, он не собирается никуда уходить даже вперед ногами. А еще верит, что раз он мастер по разводникам, то и природу сумеет обмануть.
Мы лишний раз убедились, это общая беда для всех такого рода лидеров. И наша страна в этом вопросе совершенно не уникальна. Сначала ты разрушаешь все институты, все законы и все правила, затем все замыкаешь на себя, чтобы править безраздельно и неограниченно, править по беспределу, а потом задумываешься, а часики-то тикают? В какой-то момент тебя-то не станет, а беспредел-то твой останется и заденет тех немногих, кто тебе не безразличен. Все развалится, и от твоей системы власти без тебя не сохранится даже воспоминаний. И все эти упыри начинают проблему лихорадочно решать. Кто-то, как Рамзан Кадыров, пытается распихать своих детей по всем органам власти, едва те школу закончили. А кто-то, как Путин, просто решает, что если система власти умрет вместе с ним, то нужно просто не умирать. Делов-то. Разрушил институты власти, будешь строить институты бессмертия. Это краткий вывод и лучший аргумент к тому, что людей с большой властью и полномочиями нужно регулярно менять. До завтра.